Гости. Британский совет сейчас представляет лекцию, представляет Дженни Брум с ее лекцией «Новые горизонты. Как запустить успешное детское издательство». Дженни Брум известный британский издатель, она запустила множество различных книг именно для детей. У нее есть свои издательские проекты, она работала над издательскими проектами вместе с иллюстраторами и авторами в других издательствах. В общем, встречайте Дженни Брум. Я думаю, что у нас будет минут 15-20 в конце лекции для вопросов, поэтому готовьте заранее. И последовательного перевода у нас нет, синхронного нет, есть последовательный. Поэтому Дина будет помогать нам переводить. Начинаем. Спасибо. Hi everyone. Hi, so I'm Jenny Broom. Всем добрый день. Меня зовут Дженни Брум. I'm here to talk about the imprint that I helped set up 2 years ago called Wide-Eyed Editions. Я расскажу вам об издательстве, которое я запустила 2 года назад под названием Wide-Eyed Editions. So this is a new imprint we publish into the English language all around the world, and the background that I have is in international co-edition publishing, and this was a very important part of our business plan from the very beginning of the imprint. С самого начала это издательство было частью нашего бизнес-плана, и мы постарались продвигать и публиковать англоязычную литературу по всему миру, и для меня это было очень важно, как для человека, работающего в сфере издательской. So we decided we were going to make a list of children's books for children from preschool up to about 11 years old. И мы стремились публиковать книги для детей с дошкольного возраста до примерно 11 лет. And we were going to focus on 4 areas of children's publishing to have a very distinct brand from the beginning. И чтобы наш бренд явно отличался и выделялся среди многих других, мы стремились фокусироваться на 4 основных темах. So those 4 areas are natural history, это естественная история, armchair travels, traveling, путешествие, путешествие не сходя с места, art, искусство, and preschool, very young children's books. И дошкольный возраст для самых маленьких детей. Okay, so this is the list that we grew in the first year, and these are some of the stats just to give you a sense of what we did and what we've achieved in the first year. Здесь вы видите книги, которые мы опубликовали в первый год. Краткий обзор, чтобы вы поняли, чего мы успели достичь за первый год нашей работы. So with these books, we sold them into 86 foreign languages. Эти книги были переведены на 86 языков мира. And we did some exclusive deals with major retailers like Barnes & Noble, for example. И мы заключили эксклюзивные сделки с крупными издательствами, например, с Barnes & Noble. And we got great visibility in the trade. It was a list that was meant for shops and libraries and education, so it was a broad reach. И наши книги оказались в магазинах, в библиотеках, по ним обучались, поэтому мы достигли большого охвата сразу же, очень быстро. From here, this is year 2. So in year 2, we did 102 foreign language editions. И во второй год, вот это книги второго года, мы смогли опубликовать их уже на 102 языках. And we'd started by this point to branch out some of the books that had worked well in year 1, we brought into series in year 2. И некоторые из книг, которые хорошо проявили себя в первом году, мы запустили в серию на втором году. And so from nothing in 2014, the list this year will make $4.6 million. И в этом году мы планируем заработать $4,6 миллиона. So this is my business partner and I, and this is us starting to think about the list that we were going to make. How are we going to achieve what we wanted to do? И на фотографии я и мой бизнес-партнер, мы вместе с ней строим планы и думаем о том, как же достичь тех целей, которые мы перед собой ставим. So there are 3 things that I want to talk to you today about. The first is the science behind bookmaking. Сегодня я буду говорить с вами о 3 основных вещах. Во-первых, наука, которая стоит за издательством книг. I'll briefly touch on who our core audience were and how we were going to reach them. Я вкратце расскажу вам, какова была наша основная аудитория и как мы стремились до нее достучаться. And then I'll show you with 4 case studies how we use this information to make the books. И на примерах 4 конкретных книг я покажу, как мы применили эту информацию, чтобы издавать книги. Okay, so what does science tell us about the benefit
of print books as opposed to digital books, for example? Что же говорит наука о преимуществах печатной книги в противовес к цифровым изданиям? So we know that children explore their world through the medium of touch. Мы знаем, что дети познают мир, трогая все вокруг. So we knew that the experience of holding a book would be very important. We know that they like the texture of the paper, the thick spine, and it's a pleasurable experience for them to touch and interact with a book. И потрогать книгу, взаимодействовать с ней тактильно очень важно, трогать страницы, трогать корешок, видеть, какая она толстая. The second, this is the most sciencey bit of all. It takes a bit longer to explain. Сейчас, во-вторых, самая научная часть. Возможно, мне придется чуть-чуть дольше объяснять это. But it's interesting. Но это интересно. So, the way that we read, the part of the brain that we use when we read, is the same part of our brain that early man, hunter-gatherers, used to go out and remember the landscape around them. Когда мы читаем, мы задействуем ту же часть мозга, которую первобытные собиратели и охотники использовали, чтобы запоминать пейзаж и местность вокруг. The problem with reading online, when you're reading on a computer screen, it's much harder to retain the information because the landscape is constantly shifting. You're scrolling the page up and down, and your brain can't file the information in the same way that you can when you're reading a book. И проблема с чтением, например, с экрана компьютера или гаджета в том, что этот ландшафт постоянно меняется. Мы скроллим страницу, и нам сложнее увязать текст с конкретным местом в книге. The great thing about the book is it's got this very defined topography. It has 4 corners and a spine. So when you see some information, you can place it mentally in a position. And if you think about your favorite book, I bet you can remember where the line you read sat on the page. И у книги, печатной книги, есть преимущество, у нее есть конкретная топография, у нее есть 4 края и своего рода позвоночник посередине. И, наверное, если вы вспомните свою любимую книгу, вы точно вспомните, что ваши любимые строчки находятся вот в каком-то конкретном ее месте на конкретной странице. Okay, the third thing about books, as opposed to reading online, is that it's a much more immersive reading experience. И, в-третьих, читать бумажную книгу в противовес, опять же, к книге онлайн, дает вам возможность гораздо глубже в нее погрузиться. You're much less likely to get distracted by emails or Facebook or reading the news or playing a game than you are if you're reading a book. And for that reason, you're able to retain the information that you're reading and enjoy the process of reading a lot more. И вас ничто не отвлекает, у вас нет в руках гаджета, вы не проверяете Facebook, почту, не читаете интернет, и поэтому вы можете погрузиться в книгу, уделить ей гораздо больше внимания и при этом лучше запомнить то, что вы прочитали. And the fourth reason that we think books are really important is that they really do bring families together. If you're reading or playing with an iPad, for example, it's a very solitary experience. But books are something that are shared between a parent and a child, and it's a bonding experience. И в-четвертых, и это, наверное, самое важное, книги объединяют семьи. Если ребенку дать iPad и оставить его с ним наедине, он будет сам по себе играть и читать, и никто не будет в этом участвовать. Но книгу могут читать детям родители, и вся семья может собраться вместе вокруг книги. It's also a great way to explore emotional topics with them. For instance, you can explore how a child is feeling through reading a story about somebody else. It's a less direct way of discussing something that they might find difficult to verbalize. И также это помогает установить эмоциональную связь и понять, что чувствует ребенок. Гораздо проще почитать ему какую-то историю и опосредованно понять, что ребенок чувствует, чем напрямую обсуждать с ним какие-то щекотливые и сложные темы. So those are the reasons we wanted to make the books, but then we had to think about who our core consumer was. И именно поэтому мы решили издавать бумажные книги, но потом нам надо было понять, какова же наша целевая аудитория. So Wide-Eyed Editions was conceived to be a design-led imprint for young modern families all around the world. И наше издательство Wide-Eyed Editions нацеливалось на то, чтобы обращаться к активным, присутствующим онлайн, молодым семьям, которым интересна дизайнерская сторона изданной книги. In the UK we have a phrase that we use, which is called yummy mummy. В Великобритании есть такой термин «yummy mommy», его довольно сложно перевести. «Yummy» — это вкусненький такой. But this is our core audience here
they spend about 60 minutes a day, we think on average, looking at Instagram, for example. So they're very engaged online. Вот такой пример коллажа фотографий целевой аудитории. Это молодые мамы, которые примерно 60 минут в день проводят в Инстаграме. Они очень активно присутствуют в интернете. This meant that although we're making and advocating the use of print books, we had to have some presence online and work with bloggers and core consumers. People like Mumsnet, for example, would be an important partner for us to reach that woman. И мы поняли, что чтобы как-то достучаться вот до таких женщин, нам нужно самим организовать активное присутствие онлайн, в Инстаграме, продвигать себя, например, через сети и форумы, на которых эти мамы сидят, чтобы стать популярными среди них. However, we know that much as they love the internet themselves, we know that that woman wants their child to be reading print books. They want to wean them off digital media. И нам важно было не только установить связь с этими мамами, но и убедиться, что их дети будут действительно читать эти самые напечатанные книги, что они выйдут на первое место по сравнению с какими-то цифровыми. And we also knew that the design aspect of the books would be incredibly important. It figured as number 4 in their top priorities after health, wealth, and family life. И, конечно же, был крайне важен дизайн этих книг, то, как они выглядят. Это 4-й из 5 приоритетов, которые, скажем так, ставят для себя сами эти мамы, наряду с жизненными целями, здоровьем, благополучием и семьей. Having identified who our core consumer was, we then had to figure out where she would shop and target those stores. И определив, кто же наша целевая аудитория, что это за мама такая, нам нужно было понять, в какие магазины она ходит, и целенаправленно обращаться к ним. So this was a mix of places we discovered. It was online. И вот ряд мест, которые мы обнаружили. Во-первых, онлайн-магазины. Traditional trade. Традиционные магазины. But also a lot of independent boutiques, museum shops, non-traditional places for books as well. А также мест, где мы не в первую очередь ожидаем встретить книгу, например, бутики, магазины при музеях и так далее. So we needed books that would have a fantastic cover, that would look great online and would also really stand out on a shelf. Нужна была книга с замечательной обложкой, которая будет классно выглядеть онлайн и выделяться на полке магазина. So this is the first catalogue of our first imprint. Это каталог наших первых изданий. The first thing that we did when we started commissioning books was to commission books that were physically large. И в первую очередь мы обратили внимание на то, чтобы наши книги были большими по размеру. Online stores like this because they can offer a good reduction. So онлайн-магазины позволяют дать неплохую скидку, если цена очень высокая изначально. But it also has a very strong presence in store because it takes up more shelf space. Вот книга большая по размеру в магазине занимает больше места на полке, и поэтому ее лучше видно. This is the first book, so the first of 4 case studies. Это первая из книг, первый из примеров, которые я хочу вам предложить. So thinking back to that, creating that immersive, tactile reading experience so that the child can really enjoy the sensory experience of reading. И здесь ребенок может действительно получить удовольствие от тактильной стороны, от того, что он погружается в книгу благодаря тому, какая она на ощупь. So we paid a lot of attention to the cover finishes. И мы уделили большое внимание отделке обложки. And this has 100% gold foil cover, which is really shiny and looks really special. Здесь использована самая настоящая 100% золотая фольга, она очень блестящая и выглядит совершенно удивительно. There's the logo. We also used a 5th color, so the traditional way to print a book is 4 colors, but we paid to have a special Pantone pink color, which really pops. И мы печатали книгу не в 4 краски, как это принято обычно, а в 5 красок добавили еще один розовый цвет, который действительно выделялся на страницах. And the color was a really important way that we wanted to provide this journey. So we conceived this book to visit 5 separate habitats, and each of the habitats had a very distinct palette.
И цвет для нас был очень важен в этой книге. Мы разбили ее на 4 раздела, соответствующих 4 разным ареалам обитания в природе, и у каждого была своя отдельная цветовая палитра. This gives the reader the sense that they're going on a journey around the world and that they're going to different locations. И у читателя складывается впечатление, что он путешествует по миру и отправляется в разные его точки. This is the Great Barrier Reef. Например, на Большой барьерный риф. We also try to bring this sense of immersion into the text as well. So the text is delivered as though you're on a journey, and it really plays on your senses. И погружение мы достигали путем добавления текста. Текст расположен так, как будто вы отправляетесь в путешествие, и он обращается к вашим чувствам. We knew we had to engage all of their senses, so we talked about what the climate was like, how it felt, what you could smell, what you could hear. Нужно было задействовать все чувства читателя, поэтому мы писали о том, какой там климат, что там можно услышать, какие там запахи. And here you are in the Himalayas, so this is the final section of the book. Последняя секция книги — это Гималаи. And we just wanted to convey a sense of wonder. So this is one of our 4 core areas, and these are some other books that we have subsequently produced in our natural history area. Мы хотели, чтобы у читателя сложилось ощущение чуда. И вот в нашей теме естественной истории мы опубликовали еще ряд книг, вы видите их на слайде. Okay, the second book I want to talk about, we're going to talk about the mental navigation, the sense of positioning things on a page to make it memorable. Вторая наша тема — это ментальная или умственная навигация, позиционирование предметов на странице для того, чтобы их было легче запомнить. One of the things that was really important with this book, because it's full of facts, is the typography and the way the text is laid out. Вот эта книга наполнена фактами, поэтому здесь мы обратили особенное внимание на типографику и на то, как информация распределена по странице. So we had a very distinct sense of what the title was, what the core text was, and what the caption text was, so that the reader knew where to start on the page. И нужно было сразу дать читателю понять, что из представленного на странице заголовок, что основной текст, а что сноски, из чего начинать и как по ним двигаться. We let them know what's important by having it in the bold square text in the top left-hand corner every time. И каждый раз мы давали понять читателю, что здесь самое важное на странице, печатая это жирным шрифтом в левом верхнем углу в квадратной форме. And then we have caption text, which sits next to the fact that we're talking about. So if we're talking about the toucan, we put the text next to the toucan and we weave it into the illustration. А вот текст сносок, относящийся к деталям, мы помещали рядом с каждой из вещей, о которых мы рассказывали. Например, если мы говорим о тукане, то там есть иллюстрация этой птицы, и рядом с ней написан небольшой текст. And just to show you, we also have a map on every spread. We think it's important to give, when you're traveling around the world, to give a sense of where you are. So we've included that map and highlighted in red on every single spread where you are. И на каждом развороте внизу есть небольшая карта. Было очень важно показать, где именно в мире находится это место, куда мы ведем нашего читателя, чтобы он понимал, как оно расположено. Here are some of the other books that we've covered. И некоторые другие книги, которые мы напечатали по этой же теме. And I think it's important here for us to talk about us being an international publisher. We think very carefully about who are buying our books, and we make sure to cater to their needs. Sometimes we do a special book, so you can see there's the 50 states. That's been a huge seller in the US because it was a bespoke product for them. И так как мы издательство международное, мы должны думать и о том, какие именно книги мы предлагаем читателям в разных странах, чтобы они были интересны именно им. Вот, например, в середине вы видите книгу «50 штатов», и она, конечно, имела огромный успех в США. But then if you look at City Atlas to its right, we've sold that one in 20 languages because we included such a broad variety of different countries in that book. А вот справа от нее книга City Atlas, «Атлас городов». Ее мы продали на 20 разных языках, потому что в ней уже огромное количество разных стран и городов. Okay, so the third scientific point that we were talking about, which was immersing yourself in that critical thinking. И третий научный момент, о котором мы говорили, это погружение и поощрение критического мышления.
So this is a book about art, and we cover some very, very sophisticated information in this. It's written by a professor of art who teaches in a university. Эта книга написана профессором искусствоведения, который преподает искусство в университете. Она полна очень сложной информации. But we wanted to make it really accessible to children. Мы хотели сделать ее действительно доступной детям. So what we did was have a very obvious question at the beginning of every lesson. Поэтому в начале каждого, так скажем, урока мы задавали один очень простой и очень понятный вопрос. And we answer it straight away with the illustrations. И тут же отвечали на него с помощью иллюстраций. So on this one we talk about shading and texture and making a drawing look more realistic. And on the left you see it without the shading, and on the right you see it with the shading. Вот в этом уроке, например, мы обучаем детей тому, как тени и текстура помогают сделать объект объемным. Слева нарисованы плоские фигуры, а справа они уже становятся объемными. And this one here we show direction. Again you see on the left he's static, and on the right you can see that he's moving. И здесь мы обучаем понятию направления. Слева вы видите картинку в статике, а справа вы видите все в движении. You can also see that under the man you have another piece of caption text. А под человечками еще одна сноска, разрядка текста. And this is to help the browsing reader get a sense of what's happening. Для того, чтобы читатель, который просматривает книгу, скажем так, по диагонали, быстро понял, что здесь на этом развороте происходит. And try to tempt the reader into tackling the more in-depth text below. И чтобы этот текст его зацепил и заставил его задержаться и прочитать то, что написано ниже. So this is a really interesting example of how we didn't need very much text for this one because the picture does all the talking. Вот еще один интересный пример. Здесь текста не так много, потому что изображение говорит само за себя. But if you look at the ladder, it's actually the same pigment used on both halves, and the background color makes it look a darker shade on the left. Посмотрите на лесенку. Она на самом деле напечатана одним и тем же цветом полностью, но пигмент фона заставляет ее выглядеть разной. So this is very advanced color theory for a 5-year-old. Это довольно продвинутая теория цвета, учитывая, что аудитория — это 5-летние дети. If you look up in the top right corner, you'll see a cloud shape. И сверху, справа в углу вы видите форму облачка. And this is a very important part of the concept of the book. So it teaches you this information, and then there's an activity in one of those clouds on every spread, which means the child can immediately put into action the information they've just learned. Это очень важный элемент нашей книги, потому что на развороте предлагается новая информация, своего рода урок, а вот в этом облачке предлагается задание, которое ребенок может немедленно сделать и применить полученные знания на практике. I'm actually going to the Houses of Parliament when I get back here because this book has just been nominated for a prestigious award. So. И эту книгу только что номинировали на очень престижную награду. Here are some of the other books that we've looked at in arts and more of a kind of interactive element. Вот эта тема, которую мы рассматриваем сейчас, это искусство и более интерактивные элементы. So we're using activities of these books to try and engage a child and encourage them to think critically. So we have a very complex mazes book. И в эти книги мы включаем задания, чтобы вовлечь ребенка в какую-то активную деятельность. Например, у нас есть очень сложная книга, посвященная лабиринтам. And we have an origami book about animals. Есть книга, посвященная оригами, она о животных. And then a colouring in book about fashion, and there's an awful lot of information about each of the pieces that you're colouring in as you read. So you're kind of playing and learning at the same time. И еще есть книга «Раскраска», посвященная моде, и там есть очень много информации о каждом из элементов, которые ребенок будет раскрашивать. То есть он и играет, и обучается одновременно. And playing and learning is really important for our fourth and final area that we've focused on in wide-eyed editions, which is the preschool area. Обучение вместе с развлечением — это очень важно для нас, и на этом мы сконцентрировались в нашей 4-й теме. Это обучение детей дошкольного возраста. So we know that young children particularly want to spend time with their parents when they're looking at a book. И мы знаем, что самые младшие дети очень любят проводить время вместе с родителями, читая книги.
So this book is actually a series of wall posters that can be put up on the nursery wall, and then there's an accompanying sheet of questions and answers that you can share with your child to reinforce these really crucial first concepts. Поэтому вот эту книгу можно разобрать на плакаты, развесить их по всем стенам детской, а еще мы прилагаем к ней список вопросов и возможных ответов, которые помогут помочь сориентировать ребенка по всем этим новым понятиям. And we know that children's eyes are developing at that early stage, and that really bright, bold, contrasting shapes are a great way to help them to see and learn and actually take on board new information. И мы знаем, что в это время зрение детей еще только формируется, и крупные контрастные формы и объекты помогают им легче воспринимать информацию. This has been our most popular series. We've sold it in 24 different languages. Это наша одна из самых популярных серий, мы продали ее на 24 языках. And it's because I think partly because the artwork is great for the age group. И так как рисунки здесь прекрасно подходят для этой возрастной группы, But it's also because it's developmentally led learning. но также и потому, что она развивает возможность обучения и развития детского ума и сознания. So the physicality of the book is really important in this age group, and we've made sure that we're encouraging children to build their motory abilities, so their ability to move and handle things. So we've got a puzzle book here. И мы развиваем физические возможности детей, их моторные функции. Здесь у нас есть книга, своего рода пазл, мозаика. And then on the second one, we have lift flap books. And again, children love that hide and seek, that lift and reveal. So they're learning about very core, important things through the element of play. А еще там есть подвижные элементы, которые можно приподнять и опустить снова. Дети это обожают, и путем вот таких элементов игры они охотнее обучаются. And this is something we're starting to realize that we want to develop for an older age group as well. Мы начали понимать, что мы хотим обращаться и к более взрослой возрастной группе также. So on the left we have a book which has a pair of glasses that reveal 3 different images when you look through the lenses. И слева книга, которая включает в себя пару специальных очков. Если через них посмотреть, можно увидеть 3 разных образа. And on the right we've broken all the rules and we've created an app to go with our book. А справа мы нарушили все собственные правила и создали приложение, которое дополняет нашу книгу. But we felt this was an important thing to do because it's a book about language and it includes recordings of 130 different languages. Но мы почувствовали, что это важно, потому что эта книга посвящена языкам, и в этом приложении есть записи с примерами на 130 разных языках. And it's totally free, so you can all download it. Оно абсолютно бесплатное, все можете его скачать. So that's it from me. Thank you for listening. На этом моя презентация заканчивается. Большое спасибо за то, что вы меня послушали. And I'm very interested to hear your questions.